Многие люди даже не понимают силу, которой он обладает, сила Творца. Это паразиты с другого галактического измерения, с другой цивилизации. На одного человека на сегодняшний день около 5-10 паразитов. Но в какой-то момент произошло предательство и произошло порабощение. Следующий вопрос. Так, Зуля написала нам. Она, кстати, два вопроса нам написала. Мгм. Давайте с первого вот на Ютубе. Кто, по вашему мнению, паразиты? Откуда они берутся? Мгм. Вот такой интересный вопрос. Благодарим Зулю за очень интересный вопрос. Да, действительно, и нужный вопрос в настоящее время. Кто такие паразиты? Это энергетические субстанции, которые имеют логические, аналитические способности, которые живут на сегодняшний день во многих физических телах людей, которые ведут управление над человеком, над сознанием человека, которые используют силу Творца каждого из людей во благо своих интересов. Многие люди даже не понимают, что их жизнь находится под контролем именно этого паразита. Многие люди даже не понимают силу, которой он обладает, сила Творца. И управление происходит через сознание на создание ему выгодных интересов, на создание вампиризма энергии. Они воруют энергию каждый день воруют. Откуда они взялись, я так скажу. Это, конечно, такой правильный вопрос. На многие вопросы иногда трудно донести ответы. Я постараюсь сейчас ответить, вы должны меня понять правильно. Эти паразиты вообще не имеют никакого отношения к нашей эволюционной системе, духовной эволюционной системе. Это паразиты с другого галактического измерения, с другой цивилизации, не имеющие отношения к нашей галактике. Это паразитирующие представители, которые когда-то появились здесь на Земле, которые начали исследовать вид живого существа под названием человек, который нес очень высокую, высококачественную энергию. Сначала это было знакомство, изучение, но в какой-то момент произошло предательство и произошло порабощение. После этого порабощения началась обильная переброска этих паразитов. На сегодняшний день их очень большое количество. Они превышают то количество людей даже, которые находятся здесь. На одного человека на сегодняшний день около 5-10 паразитов. Это средняя статистика. 5-10 паразитов. И каждый из них выполняет свой процесс. Каждый из них ежедневно выдаивает, воруя энергию человека. Ту ценную, ну, нигде и взять ее нельзя, эту энергию. Она настолько мощная, настолько сильная энергия. И эту энергию, кстати, я скажу так, они забирают из нашей галактической системы, увозят. Они не используют ее здесь. С помощью этой энергии можно создавать желаемое. И они используют эту энергию материализации. Они используют эту энергию у себя там, в своих интересах. Это очень высококачественная энергия. Так, благодарю, Ильдар, за ответ для Зули. Так, давайте дальше. Вот она в Телеграме нам тоже написала вопрос. Мгм. Кстати, вот, друзья, у нас Телеграм-канал есть. Вы можете тоже туда заходить, и там много информации для себя полезной находить. И также тоже свои вопросы какие-то писать. Вот Зуля там написала нам. Благодарю за интересную информацию. Как понять, пробуждается человек или спит? Первый признак пробуждения–
это эмпатия, чувствование. Вы начинаете чувствовать энергию, которую излучают люди, энергию, где вы находитесь. Вот это первый признак пробуждения. Второй признак, вы начинаете видеть то, чего не видят другие. Вы начинаете видеть реальные происходящие вещи, которые вы можете уже предсказывать. Ясно видите. Ясно видеть — это не значит видеть тонкий план, а ясно видеть происходящее. Видя это, вы будете уже знать, что сейчас это произойдет. Но человек спящий этого не увидит. Ясно чувствование. Вот здесь относится уже к тонкому плану. Вы просто знаете, ясно знание открывается. Вы просто знаете, что так произойдет, и все. Потом открываются у вас процессы целительного характера. Вы можете заметить, что у вас начинают происходить процессы исцеления внутри. Когда человек пробуждается, он начинает избавляться постепенно от болезней. Начинает происходить трансформация в теле. Болезни выводятся сами. Ну, это вот как бы такой первый этап пробуждения. Есть, конечно, еще дальше, но я думаю, дальше я отвечать буду на этот вопрос уже тем, кто будет на первом этапе пробуждения. Вот сейчас я хотел пригласить вас, чтобы вы добавлялись в группу в Телеграме. Эту группу мы создали не просто так. В этой группе мы сейчас в ближайшее время будем открывать курс. Это будут групповые курсы по пробуждению. Поэтому прошу вас, присоединяйтесь к этой группе. Мы сейчас наберем определенное количество людей и начнем эту программу. Программа уже в процессе. Сейчас создается этот курс. Поэтому сейчас вы должны успеть, как говорится, на этот поезд. Самое дорогое время. Ну, я думаю, ответил на Зулин вопрос. Да, Зуля очень интересные вопросы нам задала, целых 2 штуки.